Добрый день, друзья! Сегодня мы с моим коллегой Дмитрием Федорцом постараемся простым языком объяснить, что такое SIP-станция. SIP-станция – это SIP – это аббревиатура, происходящая от английского слова Cleaning in Place, CIP. Оно обозначает мойку оборудования на месте. И это имеется в виду оборудование пищевое либо фармацевтическое, там, где важна гигиена и санитарная чистота, чтобы ваши продукты, которые вы употребляете в пищу, либо лекарства, которые вы используете, были безопасны. Это оборудование в основном используется на пищевых предприятиях и фармацевтических. Для примера мы с Димой решили взять посудомойку. Там точно так же вы используете кастрюли и сковородки, в которых вы готовите продукты питания. А на предприятиях есть свои большие кастрюли и сковородки, которые, конечно же, в посудомойку никак не влезут. Они некоторые достигают объемов 500 кубических метров и более, которые также нужно мыть после приготовления, например, какого-то очень вкусного напитка или, например, для приготовления какой-то начинки для кондитерских изделий. На посудомойке вода накапливается в нижней части емкости, и там она из трубопровода наполняется, и для этого используется, вот мы видим drain valve, это для передачи воды в канализацию, трубопроводы, по которым вода подается. Есть inlet valve, это клапан, который позволяет воду открыть, чтобы наполнить посудомойку. Дим, а где находятся емкости или место хранения воды и средств для мойки? В нашем случае у нас есть 3 большие емкости резервуара, которые предназначены, соответственно, для хранения воды и моющих растворов. Моющие растворы используются здесь 2 видов. Это кислота и каустик. Соответственно, для мойки органических и неорганических загрязнений. Понятно. А на посудомойке в нижней части, мы все это слышим, когда ее включаем, жужжит насос. Он отображен как Motor and Mechanisms. А также есть нагревающий элемент, который догревает воду, которую вы получаете из водопровода, до температуры, при которой руками вы никак не помоете посуду, но эта температура как раз и есть та температура, которая эффективно моет оборудование. Дим, где похожие элементы на SIP-станции? Что для этого используется? На SIP-станции у нас используется насос, вот я его отметил. У него 2 основные функции. Первая функция – это приготовление моющих концентратов в этих емкостях. И вторая функция – это отправить эту воду с необходимой скоростью в форсунки моющие, моющие головки, которые также есть и в посудомоечной машине, с необходимой скоростью. А что значит необходимая скорость? Это какая скорость? Скорость рекомендованная жидкости в трубопроводе от 1,5 метров в секунду. А в объеме это сколько? Сейчас я посчитаю, какая это скорость вообще. А сколько это в объеме? Насосы подбираются в зависимости от того, что мы будем мыть, но в принципе это от 5 метров кубических в час до 50. Вот в таком разбросе. То есть от 5 до 50 тонн воды SIP-станция подает для того, чтобы помыть оборудование? Да, все верно. А эта вода, она сливается сразу в канализацию или она используется как-то Хорошей повторно? практикой на самом деле есть использование этой воды повторно. То есть у нас в одной из емкостей, мы ее собираем. Для того, чтобы потом делать предварительную промывку уже этой водой. Потому что это все-таки большое количество воды. Маленький секрет раскрою. Вода циркулируется как в посудомойке, так и в SIP-станции. То есть на самом деле никто не использует 50 кубических метров воды. Просто одна и та же вода несколько циклов проходит. Но вот я пересчитал, интересно, что 1,5 метра в секунду это 54 километра в час. То есть вода в трубопроводах движется со скоростью автомобиля в городе.
Так, а нагревающий элемент, Дим, где у нас здесь находится? А, Вот я его отметил. Нагревающий элемент у нас, нагревающим элементом у нас выступает теплообменник. То есть с одной его стороны мы подаем с помощью насоса нашу жидкость, наши моющие концентраты для мойки, а с другой стороны у нас пар, который нагревает эту воду до нужной нам температуры, то есть от 60 до 80-90 градусов Цельсия. Так, понятно. А вот на посудомойке есть у нас drain valve, есть inlet valve. Ну, то есть клапана, которые регулируют подачу воды в посудомойку, слив потом воды с посудомойки. На сибстанции где находятся эти элементы? На сибстанции у нас также есть эти клапаны. То есть вот я их отметил. С помощью них мы можем подавать в нашу большую посудомоечную машину под названием сибстанция чистую воду, как для приготовления концентратов, так и для промывок. И, соответственно, у нас есть drain valve, то есть дренажный клапан, для того, чтобы сливать так называемую смешанную фазу, сложное слово, если его упростить, чтобы мы могли слить часть грязной воды, оставив в нашей субстанции чистую воду. А сверху на емкостях это двери, наверное, смотровые, да? Так же, как в посудомойке, дверь открывающаяся, чтобы посмотреть вовнутрь. Да, все верно. Для обслуживания у нас также здесь есть люки, так же, как и в посудомоечной машине дверца. Ага. Там я вот вижу маленькие круглые отверстия на емкости. Это для чего вообще? На каждой емкости есть датчики уровня, датчик верхнего уровня и датчик нижнего уровня. Соответственно, как и в посудомоечной машине, да, чтобы у нас вода Это не сильно float switch, перегрелась. да? Это float switch как раз тот самый. Да, все верно, чтобы вода-моющие концентраты у нас не перелились. Понятно. А у тебя еще остались кое-какие элементы там вот на раме слева, и там их слишком много. Можешь пояснить, что там еще находится? Так как мы поддерживаем температуру заданную, да, то есть от 60 до 80-90 градусов, у нас есть датчик температуры, по которому мы контролируем этот параметр. Также у нас есть паровый клапан, регулирующий для того, чтобы с помощью теплообменника мы достигали нужной нам температуры. Плюс у нас есть такой датчик, который называется кондуктометр. С помощью него мы определяем уже у нас нужная концентрация, скажем, там кислоты или же каустика для мойки, или нужно еще немножечко добавить концентрата. Ну, чтобы пояснить простым языком, вы когда закладываете в машину посудомоечную там, одну таблетку, ну можно же положить и две, на промышленных объектах для этого как раз и есть кондуктометр, который позволяет определить, сколько таблеток вы положили и добавить автоматически какое-то количество таблеток. Теперь короткая выжимка для людей, которые приобретают сибстанции. Значит, в сибстанциях самое дорогое оборудование следующее. Из оборудования, которое чаще всего изготавливается, это емкости. Ну, думаю, что они составляют там порядка 15-20% стоимости. Также дорогим оборудованием, ну, относительно дорогим компонентом является насос, потому что он производительный, гигиенического исполнения, в нержавеющей стали. Естественно, у него электропривод. Как правило, у него частотное регулирование. Паровой теплообменник, ну, наверное, 5% стоимости может занимать в зависимости от размеров. Также у него есть регулирующий паровой клапан. Он, как правило, дорогой. Дим, покажи его крупным планом, пожалуйста. Тоже может составлять от 5 до 7% стоимости оборудования. Он маленький, но у него очень тонкая настроенная пружина сверху, которая регулирует клапан.
Приборы, это, как Дима сказал, это датчик температуры, расходомер, кондуктометр, тоже могут составлять там порядка 10% стоимости от стоимости SIP-станции. Остальное это клапана, трубопроводы, сборка этого оборудования. Очень удобное исполнение, это когда это оборудование выполнено на раме, то есть когда вы можете его, если необходимо, переместить из одной части завода в другую часть завода. И панель управления, если SIP-станция автоматизирована. Кстати, есть интересное решение для полуавтоматических ручных станций, там можно не использовать контроллер. Но мы об этом расскажем в отдельном ролике. Спасибо вам за то, что посмотрели это видео. В следующем мы запишем последовательно по шагам, как работает SIP-станция, также сравним ее с посудомойкой. Вот, так что следующий ролик будет о шаге приготовления растворов на SIP-станции. Спасибо, до свидания. До свидания.